Сегодняшний мастер-класс будет продолжаться где-то примерно час 45 минут. Я на нем выступаю не один. Со мной мой коллега Александр Наумов, старший менеджер группы международного налогообложения компании КПМГ. Меня зовут Виктор Колгин. Я занимаюсь налоговым планированием, налоговым структурированием и помогаю своим клиентам разобраться в сложных налоговых вопросах, особенно в таких, которые возникают на стыке юрисдикции, когда есть некая международная структура, и нужно спланировать будущую налоговую нагрузку или сделать так, чтобы налоговые риски были приемлемы и при этом не возникало налоговых сюрпризов, вот, особенно в таких трансграничных международных ситуациях. И вот проблематика контролируемых иностранных компаний – это та проблематика, с которой я работаю в последние годы. Это очень интересная тема, и я очень рад, что она вызвала интерес на сегодняшнем вебинаре. Мы вот в нее будем погружаться в ближайшие где-то час 45 минут. У нас формат интерактивный, и в самом начале мы будем говорить еще и об опросе, который мы провели до начала этого мастер-класса. Но по ходу дела можете задавать вопросы, мы будем периодически делать паузы для того, чтобы на вопросы участников ответить. Постараемся ответить, насколько это будет возможно, насколько нам будет позволять время. Вот, такой план. Так что, пожалуйста, не стесняйтесь задавать вопросы прямо по ходу дела. Наш мастер-класс будет состоять из 3 частей. В первой части мы подведем итоги того самого вопроса, который мы провели до начала, и расскажем, каковы результаты. И вот, в частности, был один из вопросов, какие юрисдикции КИК есть у тех, кто вот участвует в мероприятии, кто поучаствовал в опросе. Довольно интересно получить результаты. Это первая будет часть, вот такое небольшое введение из предыстории. Вот. Вообще опрос у нас будет, помимо прочего, участники могли задать вопросы и поделиться своими практическими ситуациями, сложностями, с которыми они сталкиваются. И это будет влиять, итоги этого опроса и вот вопросы, которые возникали, которые участники задавали по ходу, будут влиять на весь сегодняшний мастер-класс. Мы постарались их учесть, и у нас в конце, надеюсь, что останется время минут 5 или 10, хотя бы для того, чтобы ответить на те вопросы, которые участники задавали до начала мастер-класса. Затем мы перейдем к второй части, где рассмотрим основы правил КИК, базовые правила. Я убежден, что те, кто участвует в сегодняшнем мастер-классе, большинство хорошо разбираются в этой проблематике. Она достаточно старая, и в целом я смотрел по списку участников, коллеги достаточно из компаний, представляют организации, находятся на таких позициях, которые предполагают достаточно глубокое погружение в проблематику контролируемых иностранных компаний. Тем не менее, небольшое время не уделить основам контролируемых иностранных компаний было бы несправедливо, нельзя, ну, хотя бы для того, чтобы тем, кто какие-то базовые вещи хотел бы услышать, такой вот, чтобы заложить фундамент для будущей дискуссии и рассмотрения более сложных ситуаций, примеров, мы вот решили во второй части где-то 20-30 минут потратить на то, чтобы рассказать о базовых правилах контролируемых иностранных компаний. И затем в третьей части, основной, мы рассмотрим 6 практических примеров, 6 таких интересных жизненных ситуаций, с которыми мы сталкивались в ходе своей клиентской работы. Знаем о практических ситуациях, которые вызывают проблемы, вызывают какие-то интересные аспекты, особенности применения правил КИК. Вот, это будет основной блок сегодняшнего мастер-класса, поэтому он так и называется. Мы будем разбирать практические примеры и делиться собственным опытом. И я очень надеюсь, что вы также будете участвовать, задавать вопросы. Если что-то кажется слишком простым, то задавайте более сложный вопрос. Если что-то непонятно, уточняйте, делитесь своими ситуациями, практическими комментариями. Если с чем-то не согласны, также расскажите об этом. Вот. Такой план на ближайший час 45 минут. И давайте мы перейдем к первой части, или точнее сначала поговорим об итогах опроса и перейдем к части, посвященной основам правил контролируемых иностранных компаний. Вот. Для того, чтобы понять, каковы сейчас проблемы, которые волнуют профессиональное сообщество, бизнес-сообщество, мы провели опрос до этого вебинара. Он нам помог получше подготовиться. И вот итогами опроса я и с удовольствием поделюсь вот в ближайшие несколько минут. В нем приняло участие 19 человек. Вот мы его
проводили последние несколько недель, это июль этого года, и вот один из вопросов был посвящен тому, какое количество контролируемых иностранных компаний вот в структуре, с которой работают участники опроса. Вот такие получились результаты. Интересно, что довольно много участников, которые работают с относительно небольшими группами, где от 2 до 5 компаний. Пара человек указала, что у них всего одна компания в периметре, 2 человека сказали, что у них более 100 компаний в периметре. Видите, в общем, разброс получился достаточно большой, любопытно. То есть мы видим, что участниками вебинара являются самые разные представители самых разных бизнесов, самых разных компаний, групп компаний, ситуаций, работающих с самым разным периметром контролируемых иностранных компаний. Другой вопрос был посвящен тому, в какой юрисдикции находятся контролируемые иностранные компании. И здесь можно было отметить несколько вариантов, поэтому общая сумма ответов она превышает 100%. Мы видим, что Кипр оказался предсказуемо лидером в этом опросе. Мы видим, что почти у 2/3 участников есть контролируемые иностранные компании на Кипре, что неудивительно. Вторым по популярности оказался офшор, Британские Виргинские острова, и он по популярности вдвое больше, чем вместе несколько других офшоров, которые мы отдельно указывали в вопросе. Это Белиз, Бермудские острова, Гернси-Джерси. Вот ситуация. Также предсказуемо мы увидели Нидерланды, Люксембург, Швейцария, США тоже оказались. Было некоторое количество компаний, участников, точнее, которые сказали, что у них есть контролируемые иностранные компании в других юрисдикциях. И вот на слайде приведен список этих стран дополнительных. Это оказалось Мальта, Шотландия, Замбия, Монако, Франция и так далее. Вот. Довольно любопытные результаты. Они показывают, что КИК – это вообще глобальная тема. И контролируемая иностранная компания, она может вас поджидать в любой юрисдикции. Даже в Замбии можно оказаться с контролируемой иностранной компанией. Такая история. Вот, таковы результаты опроса. И, повторюсь, были вопросы, которые участники задавали в открытой форме, мы будем их обязательно учитывать, комментировать и постараемся, если у нас останется время, на максимум таких вопросов ответить в конце нашего мастер-класса. Вот, такой план. И давайте мы перейдем к следующему разделу, и я на тему того, что такое контролируемая иностранная компания, передам слово Александру. Сейчас он выйдет в эфир, а я отключусь. Да, коллеги, доброе утро. Как уже Виктор сказал, меня зовут Александр Наумов, я старший менеджер группы международного налогообложения КПМГ. Собственно, непосредственно тоже занимаюсь вопросами налогового планирования, налогового структурирования, что касается международных транзакций. Но помимо взгляда со стороны на иностранные компании, некоторое время я проработал в индустрии, непосредственно в том числе практически вел порядка 50 КИК, поэтому понимаю, что это, думаю, что понимаю проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, и часть из них мы сегодня постараемся осветить. Вот. Собственно, теперь перейдем к основам. Что же такое КИК? Начнем, наверное, с того, для кого это, в принципе, актуально. Да? Контролируемые иностранные компании актуальны непосредственно для физических лиц и для организаций, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации. А вот что является КИКом, это непосредственно практически любая организация, мы потом поговорим о критериях, но базово это любая иностранная организация в любой юрисдикции, которой вы владеете. Причем, чем именно занимается эта иностранная организация, то есть либо это какой-нибудь офшор, или не обязательно офшор, может быть какая-нибудь кипрская компания, на которой висит недвижимость, которая владеет акциями, на которой есть, если мы говорим про состоятельных бенефициаров, яхты, самолеты и все остальное. Вот. Либо это может быть некоторый траст или фонд, также с определенным набором активов, либо холдинговая компания, которая владеет другими операционными компаниями в России, либо в других юрисдикциях. Вот. Либо же даже полностью операционный бизнес где-нибудь за рубежом.
Все это будет являться признаваться контролируемыми иностранными компаниями в зависимости от определенных критериев, о которых мы поговорим чуть позже. В целом, для чего это нужно? Если, наверное, говорить, может быть, по-простому, в целом сейчас все международное сообщество, и Россия в том числе, все налоговые органы, в частности, направляют колоссальные усилия на борьбу с смещением налоговой базы, налогообложения в юрисдикциях с низкими ставками, пытаются возвращать ту прибыль, которую считают своей в страну. И в целом эти правила направлены на то, чтобы по большому счету, любой пассивный доход, который вы получили за рубежом, так или иначе был обложен, если мы говорим про Россию, то в нашей стране. То есть, в принципе, все направлено исключительно на то, чтобы если у вас есть какой-то доход, который вы по низким ставкам облагаете за рубежом и не возвращаете, не приводите в Россию, наши налоговые органы нацелены на то, чтобы все-таки какую-то часть пирога, скажем так, откусить. Это, наверное, что касается именно базового понимания, что же такое КИК. Дальше мы, наверное, поговорим про критерии, по которым можно определять, что КИК – это КИК. И тут я передаю слово Виктору снова. Спасибо большое, Александр. Ну что ж, да, как понять, что иностранная компания является контролируемой иностранной компанией? Давайте разберемся. Итак, начнем с того, что у нас есть иностранное юридическое лицо, и нужно понять, попадает ли она по критериям, чтобы квалифицироваться как контролируемая иностранная компания. Потому что реальность такова, что не каждая иностранная компания, не каждое участие в иностранной организации будет приводить к тому, что возникает контролируемая иностранная компания. Давайте пройдем вот такой тест или алгоритм, по которому можно будет сделать вывод, есть контролируемая иностранная компания или нет. Первая довольно очевидная история – это то, что у этой иностранной компании должно быть контролирующее лицо, то есть российский налоговый резидент, либо организация, либо физическое лицо. То есть должен быть собственник, причем прямой или косвенный собственник иностранной организации, который признается российским налоговым резидентом, либо в силу того, что это российская компания, либо в силу того, что это иностранная компания, которая стала российским налоговым резидентом, либо из-за того, что это физическое лицо, которое удовлетворяет критерию российского налогового резидентства, независимо от его или ее гражданства. Это первый вопрос, на который нужно дать ответ. И если ответ отрицательный, если среди собственников компании нет российского резидента, то компания контролируемой не является. Затем следующий вопрос, который следует задать, является ли эта иностранная компания российским налоговым резидентом. Так бывает. Несмотря на то, что иностранное юридическое лицо, созданное по иностранному праву, регулируется зарубежным правом, работает по правилам иностранной юрисдикции, тем не менее, вместе с деофшоризационными правилами, которые привели к появлению контролируемых иностранных компаний, ввели правила признания иностранной компании российским налоговым резидентом. В подробности погружаться не будем, но смысл в том, что такая иностранная компания, оставаясь подчиненной зарубежному праву, может стать для российских целей российским налогоплательщиком. В такой ситуации, если это иностранная компания, таковым резидентом является, то она из-под действия правил контролируемых иностранных компаний выпадает, и поэтому, если ответ положительный на этот вопрос, то у нас компания КИКом не является. Следующий вопрос, если мы эти два теста прошли, давайте попробуем определиться с долей владения. Далеко не каждое участие контролирующего лица в иностранной компании приводит к возникновению контролируемой иностранной компании. Вернее так, есть два теста. Один тест – это, я их называю, качественное и количественное. Есть количественный тест на долю участия, качественный, о котором мы поговорим немножко позже, на следующей стадии алгоритма. Доля владения – это важный критерий, и базовый порог – это ставка 25%, точнее доля прямого или косвенного участия в размере 25%. И если такое условие выполняется, если доля больше, чем 25%, то мы должны еще определиться, проходим ли мы по специальному исключению. Есть правила, которые даже несмотря на
большую долю участия, позволяет не считать иностранные компании киками, если участие в них реализовано через публичную компанию, российскую или иностранную. В отношении российских компаний дополнительных условий нет, а в отношении иностранных публичных компаний, которые, кстати говоря, появились как возможность исключения, как возможность блокировки участия, признания такового в качестве участия в контролируемой иностранной компании. Так вот, эти правила, они появились относительно недавно. В ноябре прошлого года были внесены поправки, которые позволили участие через публичные иностранные компании не признавать к такому, который приводит к появлению киков. Что разумно, потому что если даже у иностранной холдинговой публичной компании является, у нее есть существенный российский акционер, как часто бывает в российских группах, зарубежные холдинги выводятся на IPO, и при этом зачастую контроль сохраняется за основным акционером. Это значит, он превышает порог 25%. Тем не менее, все то, что происходит на уровне ниже этого холдинга, достаточно сложно отследить. И там могут быть истории, которые даже для акционера, особенно если он не контролирующий, могут быть не видны, не очевидны, незаметны. То есть вот такая публичная компания достаточно самостоятельная. И то, что публичные компании до недавних поправок, иностранные, они все равно приводили к тому, что нужно их активы тоже было рассматривать как активы контролируемой иностранной компании для основного акционера. Это было достаточно некомфортно, было сложно выполнять правила, хотя бы отчитываться, а уж тем более рассчитывать налоговую базу. Так или иначе, есть льгота, которая позволяет не признавать контролируемые иностранные компании таковыми, точнее, иностранные компании контролируемыми, если они принадлежат контролирующему лицу через публичную компанию, российскую или иностранную. Для иностранных есть дополнительные критерии, они есть приведены в сноске, но смысл в том, что хорошая новость, то, что в таких структурах не приходится заботиться о том, что под этой публичной компанией происходит. Это частая история, что это крупные группы, в которых есть и зарубежные активы, которые активно занимаются сделками по приобретению, продаже активов, там могут изменяться доли и так далее. В общем, вот эта вся проблематика отчетности при таких ситуациях через холдинг не нужно будет смотреть на уровень ниже. Так вот, если ответ положительный, если участие через такую публичную компанию организовано, то ниже лежащие зарубежные компании киками не являются. Если же это не так, то мы приходим к первому результату, когда у нас доля больше 25% приводит к появлению контролируемой иностранной компании. Вопрос, всегда ли нужно, чтобы доля превышала 25%? Ответ нет, не всегда. Дело в том, что есть случаи, когда и меньшая доля, превышающая 10%, приводит к тому, что КИК необходимо признавать. Это правило предполагает, что в общей сложности у других российских резидентов доля участия в этой иностранной компании больше 50%. То есть если достаточно много набирается российских резидентов среди участников иностранной компании, то порог снижается до 10%. Такое правило, и оно достаточно любопытно, например, может приводить на практике к тому, что изменение статуса резидентства другого акционера, либо появление нового акционера или увеличение доли, которая принадлежит другим акционерам без изменения доли участия какого-то одного лица, приводит к тому, что КИК возникает. То есть ничего не происходит на уровне владения основного контролирующего лица, но при этом КИК возникает из-за того, что происходит что-то с другими акционерами. Это не всегда просто отследить, но правила таковы, что порог может снижаться и до 10%. Ну и, соответственно, если ответ положительный, то все равно нужно пройти тест на участие через публичную компанию, и это освобождение будет действовать и для более низких участников, для более низких долей участия. Если же нет, то у нас остается по-прежнему тест на фактический контроль, это тот качественный тест, о котором я говорил. Количественный – это на долю участия, он достаточно простой, а качественный – это так называемый фактический контроль, когда даже если доля участия небольшая, все равно она может быть особенной и приводить к тому, что контролирующее лицо может контролировать компанию по факту. В качестве примеров в разъяснениях Минфина приводили ситуации акций, которые обладают правом вето. То есть это может быть какая-то специальная золотая акция, так называемая, или какая-то особенная акция с особенными правами, доля участия в капитале которой соответствует достаточно низкая, ниже 10%, но при этом она очень важные дает права для акционера. Так вот, если ответ положительный, если фактический контроль осуществляется, а фактический контроль – это возможность оказать
определяющее влияние на распределение прибыли. Вот так сформулирован этот тест в налоговом законодательстве. Так вот, если контроль осуществляется, то компания может быть признана контролируемой, даже если доля участия ниже. Но если нет, то мы попадаем в зеленый квадратик, компания КИКом не влезет. Вот. Пара пояснений по поводу алгоритма определения КИК. Мы говорим про долю участия, которая действует в отношении КИК, исходя из отчетности за 2016 год. В первый год, 2015, когда правила только были введены, пороги были повышены. Там был тест на 50%. Второе. Для специальных структур, вот мы говорили только про юридические лица, для структур, например, трастов, есть особенные правила. Об этом важно упомянуть. Мы на них сегодня концентрироваться не будем, но важно помнить, что для структур, в которых не предусмотрено участие в капитале, есть отдельные специальные правила. Далее, ключевой фактор – это налоговое резидентство контролирующего лица. Это один из первых тестов, и приводит это к тому, что одним из популярных методов планирования в связи с контролируемыми иностранными компаниями является просто смена резидентства. Вот, достаточно распространенной является стратегия, когда контролирующий акционер покидает Россию, или точнее обеспечивает свое нахождение в России на протяжении менее чем 183 дней в году, и это позволяет не считать такого акционера российским резидентом, и от головной боли по раскрытию и уплате налогов с КИКов он или она, такой акционер, освобождается. Важный критерий – это доля участия, и как мы уже упоминали, страна, в которой находится контролируемая иностранная компания, значения не имеет. Однако она может повлиять на льготы. О льготах мы поговорим чуть позже. А сейчас я передам слово Александру, и он расскажет про то, что бывает, если КИК не задекларировать. Да, спасибо. На самом деле, я думаю, что вопрос, ну, вернее, ответ на этот вопрос очевиден во многом. Вот. Если не задекларировать КИК, то у вас будут риски, что, наверное, всем понятно. Но риски, собственно, будут делиться, наверное, на две основные категории. Первое – это непосредственно налоговые риски, которые выражаются в чем? Налоговый кодекс предусматривает ряд, на самом деле, видов там, ответственности за недекларирование КИК. Первый достаточно прямой и понятный, то есть каждая КИК, участие в каждой КИК должно раскрываться путем подачи уведомления о КИК, плюс участие, в принципе, в каждой компании иностранной с долей участия больше 10%, должно раскрываться путем подачи уведомления об участии в иностранной организации. Соответственно, за неподачу таких уведомлений предусмотрены штрафы. В отношении уведомления об участии в иностранных организациях это 50 тысяч рублей, причем это отчасти разовый, скажем так, штраф. Единственное, что если меняется доля участия, либо вы прекращаете участие в организации, то и каждый раз не уведомляете об этом, то штраф будет соразмерно увеличиваться. Что касается уведомления о КИК, то штраф составляет 100 тысяч рублей, но поскольку КИК, ну, это, как правило, владение длящееся, а уведомление подается каждый год до 20 марта, то, соответственно, при каждом последующем недекларировании, если налоговый орган в какой-то момент узнает, что условно была зарегистрирована организация, которой вы там владеете, ну, например, с 2008 года, и, соответственно, первый раз должны были ее задекларировать в 2015, то за 15, 16, 17, 18 и уже 19, ну, соответственно, 500 тысяч рублей за каждую компанию, ну, или за эту в частности, может быть начислен штраф. Следующим моментом является непосредственно штраф за неуплату налога. Он составляет до 20% от суммы налога, но не менее 100 тысяч рублей. Ну, здесь проблема, не столько проблемы, наверное, а, может быть, позитивный момент, что это является риском, ну, до тех пор, пока именно категории риска, до тех пор, пока налоговая, в принципе, не
идентифицирует эту компанию, и б, ну, не проведет соответствующую проверку и не определит, что в этой компании была какая-то прибыль и, соответственно, неуплаченный налог. Вот, то есть это, скажем так, не прямой риск, и не прямой фискальный эффект, наверное, в моменте. Кроме того, существует штраф здесь он не отражен, наверно, в презентации, но есть штраф за отказ там от предоставления финансовой отчетности и аудиторского заключения. По запросу налогового органа там также полагается штраф 100 тысяч рублей. Но это уже, скажем так, частность. Кроме того, следующая менее приятная категория последствий – это неналоговые риски, ну, в скобочках уголовные. Практики такой, ну, пока, насколько я знаю, нет их применения именно в отношении киков. Но в целом это по большому счету, ну, такой же риск, как и он связан именно с уклонением от уплаты налогов, и в целом он соотносится абсолютно с уклонением от налогов, ну, в отношении любой другой там российской организации или уклонение от уплаты налогов там, физлица в России. Поэтому это, скорее, не специфика КИК, но как возможные последствия это действительно тоже имеет место быть, и это нужно иметь в виду. Наверное, в отношении последствий это, я думаю, что то. И дальше я бы, наверное, передал слово Виктору, чтобы мы обсудили. Мгм. Так, есть вопросы, да, какие-то? Да, коллеги, давайте мы сейчас попробуем ответить Мгм. на вопросы. Я предлагаю нам совместно с Александром почитать, что было написано. Я бы предложил начать с вопроса как раз про уведомление. Он был тут про срок давности. А, а, Вот, а какой срок давности по штрафу за неуведомление КИКа? Сергей задает вопрос. Мгм. 3 года, из какого момента? Да, действительно, 3 года и, ну, непосредственно с даты, в которую у вас возникала обязанность подать такое уведомление. То есть если речь идет об уведомлении об участии в иностранной организации, то в момент возникновения такого участия, например, зарегистрировали компанию давайте там для простоты, 1 марта 2016 года, соответственно, и не уведомили об этом в положенный теперь уже трехмесячный срок, то, соответственно, 1 марта 2019 года, 2 марта 2019 года риск снимается. Вот. Ну, Понятно. наверное, все да, с этим Понятно. вопросом. Так, давай я попробую вот на вопрос ответить Алексея, один из первых. Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что вы рассказываете касается российских налоговых резидентов? То есть если у гражданина РФ, но налогу не резидента есть компания за границей, то она не является КИК. Верно, да, это один из ключевых критериев, во всяком случае, для российских правил КИК. Резидентство контролирующего лица имеет первостепенное значение. Но, однако, как вот Евгений дальше или кто-то из дальнейших участников дискуссии справедливо замечает, эта компания может быть контролируемой для этого лица по какому-то другому законодательству другой страны. Если они там, похожие правила на российские, то резидентство в другой стране приводит к аналогичным проблемам или там, применению похожих правил в другой стране. Вот. Но здесь уже это вопрос деталей, нюансов конкретной ситуации, комбинации стран и так далее. Так, Анастасия задает вопрос. Есть ли практика по признанию иностранной компании КИК при наличии трастовых структур, траст дискреционный безотзывный? Вы знаете, Анастасия, боюсь, что нет. Действительно, история интересная. И вот мы про структуры подробно сегодня говорить не будем, но вот структуры разные, трасты, как вот говорите, дискреционный безотзывный, помимо прочего, используют или, скажем так, позиционируют как структуры, которые КИКами не признаются, и что еще важнее, позволяют не раскрывать компании иностранные, которые прилежат конечным бенефициарам, или точнее, принадлежат такому трасту, у которого есть, возможно, российский бенефициар, зарубежные компании не признавать контролируемыми в такой ситуации. Эта проблематика достаточно большая и интересная. Я практики конкретной на эту тему не припомню, хотя ситуаций на практике такого рода применения, такого рода структур, их достаточно много, мы с ними работаем. Да, я бы здесь единственное, что дополнил. На самом деле, ну, в случае, если в какой-то момент налоговый орган
выяснит, да, там, про наличие какого-то траста и будет пытаться непосредственно разобраться, кик это или не кик, то здесь вопрос его дискретности, он на самом деле встает достаточно остро, потому что, ну, как правило, на бумаге, как показывает практика, ну, практически любой траст дискретный изначально. Вот. Но, тем не менее, а, опять же, как показывает практика, может существовать какой-то либо letter of wishes от акционера, ну, непосредственно от сеттлера траста, от учредителя, и который по совместительству может являться либо сам бенефициаром, именно, причем это закрепляется, ну, в каком-то, назовем это, side letter. Вот. И если вот такие факты, которые свидетельствуют о том, что учредитель непосредственно создал траст, внес туда активы, но тем не менее каким-то образом сохранил за собой право а, потом этими активами распоряжаться, либо, ну, иметь возможность их вернуть в случае, ну, в определенных случаях, то, ну, дискретность такого траста будет, может быть, поставлена под сомнение, и, ну, непосредственно такой траст будет признан КИК. Поэтому это такой достаточно тонкий вопрос, и его нужно Мгм. смотреть достаточно детально. Хорошо, давайте еще на пару вопросов ответим. Я так постараюсь в экспресс-режиме, чтобы нам не снижать темпы и вписаться Мгм. в график. Возможно ли заявить убытки за 2012-2014 года, не указанной декларации за 2015 год? И мне кажется, скорее да, чем нет. Во всяком случае, есть правило, которое говорит, что убытки можно переносить только за те периоды, которые в отношении которых были поданы уведомления контролируемых иностранных компаний. Но это касается убытков, которые после 2015 года возникают, это раз. А во-вторых, вообще убытки в декларациях, ну, не очевидно. Вот 2012 год, мне так кажется, 2014, вот эти убытки старые, совершенно не очевидно, что они в декларации отражаются. И, в общем, мой ответ скорее можно, чем нет. Я даже не уверен, что технически возможно задекларировать убытки в декларации за 2015 год, убытки прошлые 2012-2014 года. Ну, давайте не будем погружаться в детали, будем двигаться дальше. Еще пара вопросов. На какую дату нужно определять долю участия в КИК, если 2 февраля доля составляла 50%, 3 марта распределилась прибыль, а 28 декабря компания ликвидирована? Интересная история. Тоже есть правило, когда долю участия мы определяем на конец года, либо на дату распределения дивидендов, но оно касается распределения дивидендов и конца года, следующего за годом, в котором контролируемая иностранная компания получает свою прибыль. Поэтому вот здесь, исходя из цифры этого примера, у меня есть ощущение, что прибыль КИК за 2018 год, видимо, не возникнет, потому что у нас компания просто на конец года ликвидирована, а в следующем году у нее, соответственно, не было возможности распределить дивиденды. Вот есть такое у меня ощущение. Теперь, если КИК полностью активны, Сергей спрашивает, и таким образом налога российского бенефициара не возникает, то штрафов по УК нет. Интересный вопрос. Дело в том, что мы про льготы как раз буквально сейчас будем говорить. Льготы подлежат документальному оформлению, поэтому если вы эти льготы не подтвердили документально, то, в частности, льготу по активной компании, она, вообще говоря, может и не применяться. Она не должна применяться, если вот налогоплательщик, контролирующее лицо, льготу эту документально не подтвердил. Поэтому из вопроса я, видимо, делаю вывод, что компания КИК не была задекларирована, соответственно, по ней не подавалось уведомление, а это значит, что документального подтверждения льгот нет, и я думаю, что есть опасность того, что вам активный статус компании не засчитают. Хотя, справедливости ради, не говорится о том, что документы должны быть поданы своевременно, поэтому в какой-то гипотетической ситуации, если вы подадите потом эти документы и уведомления о КИК с задержкой, то, видимо, есть шансы, основания активный статус защитить. Так, и когда нерезидент становится резидентом, ему нужно подавать уведомления или же только АКИК. Есть специально на эту тему правила, и уведомления подаются, насколько я помню, обоих видов. Есть вопрос достаточно практической такой детальной ситуации. Если позволите, я с времени пока его читать не буду, возможно, позже вернемся. Давайте на последний вопрос Евгений отвечу, Сейчас, будем двигаться да, дальше. вот тут у Хочешь? у Евгения, да, ну, такой Про КИК, достаточно да-да. простой, да, вопрос там про обязательный аудит отчетности КИКов, и в частности кипрских. Ну, на самом деле кодекс предусматривает две, э, два параллельных условия, вернее, взаимоисключающих условия. То есть либо
КИК находится в юрисдикции, которая осуществляет обмен информацией с российскими налоговыми органами, и Кипр, собственно, является одной из таких, либо же необходимо аудированная финансовая отчетность. Вот поэтому в случае с Кипром аудит не обязателен, хотя на практике, ну, может быть, это достаточно консервативный подход, но тем не менее, на практике все клиенты стараются любую отчетность аудировать. Во-первых, это позволяет исключить какие-либо ошибки в этой отчетности и, ну, скажем так, на берегу разобраться, возникает ли точно прибыль, можно ли с этим что-то сделать. И плюс имеется, ну, некоторый дополнительный, м, скажем так, некоторая дополнительная уверенность создается в том, что, ну, отчетность сделана правильно, и меньшая вероятность возникает того, что налоговые органы, ну, смогут там что-то оспорить. И вот, наверное, еще Татьяне давайте ответим. Мгм. Так, учредитель компании влагается ли НДФЛ прибыль КИК при условии, что ну, если прибыль КИК не распределялась, ну, нужно смотреть, является ли это КИК, попадает ли она под освобождение, под какие-либо, о чем мы как раз поговорим сейчас дальше. Но в целом, в общем случае, ну, если компания получила прибыль, и эта прибыль не была распределена наверх, и нет никаких убытков, ну, то, да, действительно подлежит налогообложению, ну, в данном случае НДФЛ. Отлично. Хорошо, давайте двигаться дальше и как раз поговорим про льготы. Льготы освобождения а, а, прибыли контролируемых иностранных компаний. Для того, чтобы понять, можно ли не платить а, а, налог у контролирующего лица, можно ли контролирующему лицу не платить налог с прибыли КИК, которая не распределялась, нужно понять, попадает ли такая КИК под одно из 8 исключений. Вот, то есть контролируемые иностранные компании по-прежнему присутствуют, мы исходим из этого, мы по тесту прошли, убедились, что КИК есть, однако есть 8 правил, 8 ситуаций, когда прибыль такого КИК включать в базу контролирующего лица не нужно. Что это за 8 ситуаций? Первые 3 ситуации касаются, вот первая ситуация – это эффективная ставка. Если КИК заплатил достаточно большой налог, который от так называемой средневзвешенной ставки составляет 75%, если, например, это обычная прибыль, нет дивидендов, то 75% от стандартной корпоративной российской ставки, это будет 75 от 20 от 15%. Если вот обычная операционная компания платит налог на прибыль по ставке больше 15%, фактически уплаченный налог составляет 15% от заработанной бухгалтерской прибыли, то такая КИК может претендовать на освобождение по эффективной ставке. Также освобождение предусмотрено для банков и страховых организаций и для эмитентов обращающихся облигаций. Вот эти 3 вида освобождений, они обусловлены 2 факторами, 2 дополнительными условиями. То есть даже если вы попадаете под один из этих 3 случаев, нужно убедиться еще в 2 вещах. Во-первых, что этот КИК находится в стране, у России есть налоговое соглашение. И вторая вещь – это то, что эта страна не упомянута в так называемом черном списке Федеральной налоговой службы. И вообще этот черный список ФНС периодически изменяет. Вот буквально в начале года были очевидные изменения. Оттуда уходят некоторые офшоры. Например, в прошлом году или даже раньше из черного списка ушли британские Виргинские острова. Вот в недавних изменениях были исключены Белиз, ряд других офшоров. Но вот такого судьбоносного значения исключения офшоров из черного списка не имеет, потому что у нас по-прежнему нет соглашения с британскими Виргинскими островами, с другими офшорами, которые ФНС удаляет из черного списка. Поэтому вот тест по эффективной ставке, например, или освобождение для эмитентов обращающихся облигаций для для офшорных компаний получить не получится, потому что соглашений нет. Но, тем не менее, вот если, допустим, есть кипрская компания, она Кипр в черном списке не фигурирует, и вот одно из этих 3 освобождений может вполне применяться кипрским компаниям или каким-то еще компаниям в других странах, которые одновременно и не в черном списке, и не заключили с Россией налоговое соглашение. Например, вот Бразилия недавно ее удалили из черного списка, и соглашение тоже относительно недавно с Бразилией появилось. А вот Канада, например, в черный список, кажется, в прошлом году внесли, что, несмотря на наличие соглашения, делает невозможным применение одного из этих 3 освобождений. Дальше есть еще, в общем, если
эти тесты не выполняются, то у нас прибыль КИК все равно будет облагаться. У нас есть еще еще 5 освобождений. Это некоммерческая организация, активная компания, освобождение для активных холдинговых, субхолдинговых или просто иностранных компаний. Компания может быть участником проекта о добыче полезных ископаемых, оператором нового морского месторождения, либо просто быть зарегистрирована в соответствии с законодательством, быть налоговым резидентом страны так называемого Евразийского экономического союза, куда входит, не путать с Евросоюзом, в Евразийский экономический союз входит 5 стран. Помимо России, там Армения, Киргизия, Казахстан и Беларусь. Вот. Если КИК находится в одной из этих 4 зарубежных стран, то прибыль КИК не облагается вот просто по факту. А если вы попадаете в одно из 4 оставшихся освобождений, некоммерческая организация, активные компании и так далее, то дальше не принципиально, находится ли такая компания в стране, у которой есть или нет российское соглашение, в стране с черным списком, но важно, что контролирующее лицо предоставило документы, которые подтверждают освобождение. Это также важно и для первых 3 освобождений, которые обусловлены дополнительными факторами, черным списком и соглашением. В общем, если документы не предоставлены, то прибыль КИК все равно должна облагаться. Если же все хорошо и документировано, доказано, что льготы применяются по этим первым 7 освобождениям, да, вот документальное подтверждение требуется для всех освобождений, кроме последнего, упомянутого в этом списке, это законодательство создания компании по законодательству Евразийского союза. Там освобождение применяется безусловно, без документального подтверждения. Вот такая история. Какие выводы? Важные пояснения по поводу льгот контролируемых иностранных компаний. Во-первых, в этом перечне не была упомянута еще одна льгота или освобождение. Это минимальный порог прибыли 10 миллионов рублей. Если у нас прибыль небольшая контролируемой компании, то ее можно в доход контролирующего лица не включать. Вот. Важно не забывать про дополнительные условия. Там деталей некоторых нет. Например, для активных компаний есть определенный порог для хороших и плохих доходов. Нельзя пассивные доходы получать в объеме больше, чем 20%. Есть особенности исчисления. Погружаться не будем, но важно помнить, что тут есть дополнительные условия. Льгот, как правило, нужно подтверждать вместе с уведомлением о контролируемых иностранных компаний. И самые распространенные льготы, которые на практике встречаются, это активная деятельность, например, торговые компании. Они не зависят от места нахождения, вот как видно было по предыдущей схеме. Либо эффективная налоговая ставка, которая, соответственно, зависит от того, где находится контролируемая иностранная компания. Вот, таковы базовые принципы. Мы теперь можем переходить к второй части и поговорить о конкретных практических примерах. Может быть, нам есть смысл ответить на вопросы? Давайте сделаем небольшую паузу. Я думаю, что Александр тоже выйдет в эфир. Мы попробуем на вопрос хотя бы на некоторые ответить. Так. Ага. Да, я вот Надин уже написал. По поводу активной компании. Да, вот по поводу BVI, что вышли из черного списка, да, но с ними нету трити, поэтому аудировать все-таки отчетность нам нужно. Ну, если вы хотите по первому пункту, соответственно, по финансовой отчетности декларировать прибыль, а не по 25 главе. Угу. Так, давайте я еще один какой-нибудь вопрос выберу. Здравствуйте, футбольный клуб – это активная компания для целей КИК. Отлично. В общем, есть и такие случаи на практике. Это очень интересный вопрос. Я, откровенно говоря, с такими ситуациями не сталкивался, и для меня даже интересно, как операционно функционирует футбольный клуб. То есть очевидно, что это некое юридическое лицо. Какой у него характер дохода, я затрудняюсь сказать. Знаете, давайте мы это все-таки вопрос оставим без ответа, но он любопытен, он хотя бы подчеркивает, что мир КИК, он очень многообразен, и футбольные клубы тоже иногда попадают под эти правила зарубежные. Так, давайте мы пойдем дальше все-таки. Я думаю, мы разберем несколько примеров, и потом посмотрим, если у нас останется время для вопросов, поотвечаем еще. Передаю слово Александру. Да. Первое, о чем мы хотели бы поговорить, на практике нередко возникает ситуация, когда в какой-то момент времени либо вдруг выяснилось, что где-то в структуре создана и существует компания КИК. Ну, часто бывает это в силу, скажем так, плохого информирования иностранными компаниями российских, ну, либо бенефициаров, либо
непосредственно управляющую компанию какую-то в России. Либо же это может быть ситуация, когда, ну, вы уже знаете, что у вас есть какая-то нераскрытый КИК, и вы с этим какое-то время живете. Тем не менее, ну, я знаю, что, ну, есть некоторые и клиенты, у которых есть незадекларированный КИК, ну, по разным причинам, там о них, наверное, в целом можно догадываться. А, Тем не менее, все так или иначе думают, что с этим дальше делать. Потому что, как мы уже, ну, там выше обсудили, владение незадекларированной ТИК определенные риски в себе несет. Собственно, что же делать, если вы о такой компании знаете и пытаетесь придумать какой-то план действий? Первое, что необходимо сделать в любом случае, это, в принципе, разобраться, что же это за компания, какими активами она владеет, где у нее открыты счета, какие операции по этим счетам уже проводились, составляет ли она отчетность, кем она, в принципе, оперируется. И самый главный вопрос, кто помимо вас еще знает или может знать об этой компании. Это ну, необходимо непосредственно для оценки риска, либо ее дальнейшего нераскрытия, вот, либо, собственно, для определения последствий ее раскрытия. Потому что ну, риски ее нераскрытия мы уже обсудили. В части последствий здесь необходимо оценивать. То есть если отчетности нет, ее необходимо восстановить, рассчитать финансовый результат за все годы, сколько вы ей владеете, ну, в частности, с особенным акцентом на 15, 16, 17, 18 уже текущий. И дальше непосредственно оценить, что вы хотите с ней делать. Либо попытаться ее как-то вывести, в принципе, из структуры, это возможно, либо ее ликвидировать, либо на каком-то этапе ее продать, либо присоединить к какой-то другой структуре. Ну, здесь варианты различные возможны, и также необходимо оценивать последствия ну, любого из этих шагов. И там с учетом и локальных налогов, которые могут возникать при ликвидации или продаже, вот так и с учетом последствий для КИК, для других структур, с которыми там может осуществляться взаимодействие. Либо все-таки рассмотреть возможность ее раскрытия. А, Здесь ну, здесь понятно, что в момент раскрытия вполне возможно, что будут сразу кристаллизуются прямые риски, связанные со штрафами за неуведомление. Но об этом мы еще чуть попозже поговорим, как эти штрафы можно снизить. А, Второй момент, все-таки, если это компания либо убыточная, либо она ну, владеет какой-то недвижимостью и там исключительно э, деятельность связана там с каким-то ее незначительным финансированием и ну, просто для покрытия каких-то операционных расходов, и, в принципе, весь финансовый результат там состоит из учета этого финансирования и амортизации, и непосредственно никаких налоговых рисков вы тут не видите, то ну, никакой проблемы с ее раскрытием существовать не должно. Ну вот. Но в целом это все, конечно же, решается кейс by кейс и зависит непосредственно от компании и от там, вашего аппетита к риску, скажем так. Вот. Ну, в этой части, наверное, все. Спасибо большое. Прежде чем мы перейдем к следующему примеру, которым буду рассказывать я, давайте я отвечу на пару вопросов. Вот интересный вопрос задает Юлия. При накопленном убытке необходимо ли уменьшать на него прибыль КИК в размере, не превышающем 10 миллионов? К примеру, при накопленном убытке 100 миллионов а, в 2015-2016 году и получение прибыли в 2017 в размере 5 миллионов, сумма убытка наконец составит 100 миллионов рублей. Знак вопроса. Вопрос очень интересный, и он сводится к тому, сгорают ли убытки, если мы, например, вот как в примере, который Юлия описывает, получаем прибыль, которая не включается в базу контролирующего лица. Должны ли мы жертвовать убытками вот в те периоды, в те годы, когда получаем прибыль, которая в доход контролирующего лица не включается? Это довольно любопытная история. Я не уверен, что я вот скажу сходу, были вот
конкретно для такого случая разъяснения, но могут быть похожие ситуации, если, например, у нас, допустим, старые убытки в 2015 году контролируемой компании не была из-за того, что она порог 50% повышенный не получала, а с 2016 года она стала контролируемой, а в 2015 году тоже прибыль получала, она, соответственно, не включалась в доход контролирующего лица. То есть ситуаций масса бывает, и вопрос, сгорают ли убытки, когда не хотелось бы, чтобы они терялись, он достаточно актуальный и не праздный. Я думаю, что здесь некоторый есть оптимизм по поводу этого вопроса. Он следует из разных вещей, но в частности, что признание убытков, или точнее учет убытков прошлых лет, это право, это не обязательно налогоплательщика. То есть если вы вот ими не хотите пользоваться по какой-то причине, в частности, потому что у вас база не возникла, то вы можете их и не заявлять. Это вот такой базовый принцип. Я думаю, что он достаточно хорошее основание для оптимизма дает в ответе на ваш вопрос, что у вас останется сумма убытков 100 миллионов, не уменьшенная на 5. Ну и есть еще другие, ряд разъяснений, ряд других факторов, которые вот этот оптимизм, они как-то поддерживают, подкрепляют. Еще вопрос задает Айгуль. Подскажите, если физическое лицо иностранного государства является налоговым резидентом, могут ли компании, принадлежащим данному лицу, осуществлять деятельность других государств, признаваться КИК? Да, могут. Если речь идет про иностранного гражданина, который стал российским налоговым резидентом, то правила КИК для него полностью применимы, независимо от, соответственно, от того, есть ли у него российское гражданство или нет. Ну что, давайте двигаться дальше. Есть еще, я вижу, пару вопросов, но давайте мы, может быть, с ними попозже попробуем разобраться. А сейчас перейдем ко второму примеру, который иллюстрирует некое правило расчета базы контролируемой иностранной компании и учета того налога, который эта контролируемая иностранная компания уплачивает. И мы вот на примере разберем некоторые нюансы, связанные с этой темой, они довольно любопытны. Вот предположим, что есть структура, в которой есть кипрская компания, она, предположим, является финансовой, она выдает займы, получает процентные доходы, и, соответственно, по этой причине ее нельзя признавать активной компанией, вот процентный доход попадает под категорию пассивных. И вот такие у нас вводные данные, как на картинке. Прибыль составила $100, и, естественно, кипрская компания с полученных процентов платит кипрский налог на прибыль, который составляет 12,5%. Вот. Давайте рассмотрим два сценария. В первом сценарии эта кипрская компания выплатит сразу прибыль, которую она получит. У нас в такой ситуации, после того, как прибыль обложится кипрским налогом 12,5%, останется 87,5 единиц прибыли, которые контролирующий акционер получит, и 13% НДФЛ с этой прибыли составит 11 с небольшим долларов. Вот. У кипрской компании, если мы сразу выплачиваем полученную ей прибыль, не возникнет базы КИК, она не создаст проблем для контролирующего лица, потому что у нее не останется нераспределенной прибыли, но общая налоговая нагрузка, она составит сумму кипрского налога и налога, который заплатит акционер с полученных дивидендов. Вот примерно $24 придется заплатить с прибыли в такой ситуации. Вот. Для примера, для сравнения рассмотрим альтернативную историю, когда у нас прибыль выплачивается не сразу, а через 2 года. И в такой ситуации у нас возникнет база КИК. Мы с этой базы, контролирующий акционер, ее должен будет включить в свою налоговую декларацию. Но хорошая новость состоит в том, что тот налог, который кипрская компания заплатит на Кипре, его против российского НДФЛ можно будет учесть. И поэтому НДФЛ после вот этого зачета составит всего лишь $0,5. Вот в этом примере с данной прибыли. А затем, когда наконец дело дойдет до распределения этой прибыли, то будет действовать специальная льгота, которая позволяет в налог на доходы физлиц не включать прибыль, которая уже выплачивается не включать дивиденды, которые выплачиваются из прибыли, которая в базе КИК была учтена. Вот это хорошее правило позволяет в данной ситуации снизить эффективную налоговую нагрузку до 13%, потому что мы используем комбинацию двух льгот. Это зачет уплаченного КИК налога и освобождение прибыли дивидендов, распределяемых из прибыли КИК, обложенной, включенной в базу контролирующего лица. Вот. Получается, что если немножко подождать и спланировать потоки дивидендные, то можно эффективную нагрузку на прибыль общую сократить, что, безусловно, не может не радовать акционера, который дивиденды получает. Хотя ему придется подождать какое-то время, чтобы правильно сработала льгота по зачету налога прибыли. КИК. Вот, здесь я воспроизвожу цитату из кодекса, которая говорит о том, как раз позволяет зачитывать налог, который контролируемая иностранная компания уплатила в своей стране. Вот. Ну, она такая достаточно обширная цитата. Здесь что важно, что
вот выделен текст, что учитываются те налоги, которые уплачиваются, соответственно, законодательством иностранных государств, а также законодательством Российской Федерации. И мы на одном из следующих примеров как раз убедимся, что можно и российский налог учитывать против базы КИК, российский налог, уплаченный у источника, например. Вот. Это первая важная вещь. И вторая, вот правила, которые как раз позволяют не включать в налог, не включать в доход контролирующего лица полученные дивиденды, полученные доходы, если раньше база прибыли этой КИК была указана налогоплательщиком в налоговой декларации. Вот. Это цитата тех правил, тех двух льгот, на которых основан примеры, которые позволяют сократить налоговую нагрузку в той ситуации. Посмотрим немножко модифицированную ситуацию, но похоже. У нас есть теперь уже не активная, точнее, не пассивная финансовая компания, а активная торговая, предположим, в Сингапуре. И вот вводные данные похожи. У нас есть прибыль КИК, на нее налог в Сингапуре, допустим, 10% ставка, есть такой режим в Сингапуре, пониженная ставка Global Trader Program называется. И вот в такой ситуации те же два сценария. Выплачиваем прибыль сразу, и тогда у нас возникает общая налоговая нагрузка 21, почти $22, почти 22% эффективная ставка, из-за того, что у нас комбинация налога в Сингапуре и налог на доходы физлиц после распределения этой прибыли. В сценарии выплаты через 2 года у нас есть отличие от предыдущего примера в том, что у нас база КИК теперь из-за того, что компания является активной, включаться в доход контролирующего лица не будет. Вроде как хорошая новость. У нас получается, что если мы даже не распределяем прибыль, можем не включать ее в доход контролирующего акционера. Однако у нас не будет действовать и зачет в такой ситуации, потому что база у контролирующего лица от прибыли КИК не возникнет. И тогда, когда дело дойдет до конечного распределения, вот как раз как мы на этом слайде теперь видим, то НДФЛ все равно возникнет у контролирующего лица, и несмотря на то, что у нас вроде как ситуация лучше в плане того, что компания является активной, тем не менее налоговая нагрузка даже вот во втором сценарии с длительным распределением дивидендов, она не снизится. Вот такая немножко неожиданные последствия применения льготы по активным компаниям. И здесь вот воспроизводится цитата из кодекса, которая говорит о том, что у нас активная компания, в ее отношении должно подаваться подтверждение. Вот как раз один из вопросов, который мы в начале до нашего мастер-класса получили, и вот его задавали и по ходу участники, как подтверждать статус активной компании. Ну вот, в общем, то, что его нужно подтверждать, написано вот в этой норме процитированной, и давайте я к ней еще раз вернусь. Тут написано, что налогоплательщик предоставляет документы. И вот любопытный вопрос может возникнуть, а если мы документы не предоставим, можем ли мы вернуть ситуацию в более благоприятную, как если бы мы вместо активного статуса и освобождения прибыли применяли бы зачет налога, и как мы видели в ситуации с пассивной компанией, получили бы лучший налоговый эффект в сценарии длительного распределения дивидендов. Вот. Вопрос философский. Здесь не сказано, что налогоплательщик имеет право предоставить, или льгота применяется только тогда, когда документы предоставлены. Строго говоря, можно и так прочитать, что эта льгота по активным компаниям, она имеет некий объективный смысл. И вот провернуть такую, как сказать, идею подтверждение статуса приведет нас к первой ситуации, невозможности освобождения прибыли как следствие зачета уплаченной активной компании налога. Вот как минимум это не так очевидно, что это получится сделать, хотя, в общем, некоторое желание может возникнуть, не пользоваться статусом активной компании. Но повторюсь, что статус активной компании – это некоторая объективная вещь. Вот. Его, естественно, нужно подтверждать. Если вы будете этим заниматься, то надо обратить внимание на… Сейчас у меня немножко зависли слайды. Сейчас, когда картинка появится. Да, какими документами подтвердить статус активной компании? Вот, есть вообще правило, которое описывает, что такое активная компания, и тут, в частности, говорится про порог, про 20%. Есть также правило, что при расчете доли хороших доходов, то есть активная компания – это та, у которой 80% активных доходов. Это те, которые не являются пассивными. Есть специальный перечень пассивных доходов в статье 39.1, и вот если не попадать в этот перечень, если, например, мы получаем прибыль от торговой деятельности, то у нас есть основания в достаточном объеме, да, такую прибыль получаем, есть основания считать такую компанию активной. Правда, надо помнить, что, например, иногда трейдеры
пользуется какими-нибудь финансовыми инструментами, допустим, хеджирует свои риски. Это может вызвать появление пассивных доходов, так что здесь надо быть внимательным, но зато, например, не учитываются при расчете хороших доходов курсовые разницы, доходы от продажи ценных бумаг и в виде резервов и переоценки. В общем, так или иначе, в сухом остатке нужно провести некую калькуляцию, и, видимо, для того, чтобы подтвердить статус активной компании, нужно эту калькуляцию задокументировать. В общем, какой-то стандартной специальной формы нет. Мы для своих клиентов разрабатываем такие формы индивидуально под конкретную ситуацию. У нас есть некоторые шаблоны наработки, так сказать, набор лучших практик, так называемый. И они сводятся к тому, что нужно продемонстрировать этот самый расчет, показать финансовую отчетность, из которой следует, что у иностранной компании достаточная доля хороших доходов, показать некую форму, калькуляцию этих доходов, сделать правильные поправки, которые законодательством предусмотрены, и вот этот пакет документов сдать вместе с уведомлением о контролируемой иностранной компании. Вот. Такая тема. Давайте, даже не знаю, как лучше поступить. Перейдем ли мы к третьему примеру или ответим на вопросы? Вот я думаю, что тут немножко скопилось вопросов. Можем, наверное, поотвечать, да. Так, вот Полина спрашивает, почему в первом сценарии нельзя применить зачет налога? Потому что зачет налога, мы говорим про зачет налога, который уплачивает сама контролируемая компания. Это налог, который уплачен другим лицом, не контролирующим лицом, а иностранной компанией в другой юрисдикции. Формально у нас есть зачет налога удержанного источника против дохода, облагаемого налогом дохода физических лиц. Но это другая история, это был налог другого лица. И зачет налога в такой ситуации он возможен только в случае, если прибыль КИК возникает. У нас есть специальная норма, я ее процитировал на одном из предыдущих слайдов, которая позволяет зачитывать налоги, которые уплачивает иностранная контролируемая компания против НДФЛ или налога на прибыль, которые возникают у контролирующего лица в отношении прибыли этой КИК. Это уникальный зачет, он только для прибыли КИК действует. Соответственно, если прибыль КИК не возникает, например, если вы распределяете дивиденды, то у нас и оснований для применения зачета нет. Вот коротко вопрос, ответ на вопрос звучит так. Так, вот Юлия спрашивает про, если в проекте декларации по налогу на прибыль предполагается убыток, так, при этом в рублях необходимо зафиксировать также убыток 2012-2014 года, методики нет. Так, по какому курсу необходимо пересчитать убытки в рубли за 2012-2014 года? Ну, здесь на самом деле мы исходим из аналогичного, из подхода аналогичного общему, то есть, что за 2012-2014 года стоит также по среднему курсу, за эти периоды учитывать убытки. Mm-hmm. Ну, давайте мы еще на последний вопрос ответим. Вот Юлия задает вопрос, а если прибыль КИК меньше порога 10 миллионов, поэтому 3 НДФЛ в РФ по КИК контролирующим лицом не подавалось, а через 2 года будет распределение прибыли, не будет год? Боюсь, что нет. Если вы говорите про льготу по 66 пункту 217 статьи, то эта льгота освобождения действует только если доход КИК, контролируемая иностранная компания создала прибыль, которая включается в декларацию по налогу на доходы контролирующего лица. Если у нас порог не превышен, то нам нечего включать в декларацию, поэтому льгота, к сожалению, действовать не будет. Да, и вот сейчас еще вопрос про страйков. Mm-hmm. Если английское LLP было вычеркнуто из реестра Великобритании, но оно выдало заем КИК, которую задекларировало контролирующее лицо. При этом это же контролирующее лицо было и контролирующим лицом ЛЛП. Возможно ли не восстанавливать и не заявлять вычеркнутое ЛЛП или есть риски? Ну, риски на самом деле есть в силу того, что в КИК, которая заявлена, вероятнее всего, в отчетности отражен этот payable, да, который по займу, который был получен, то если допустить вероятность в какой-то момент проверки налоговыми органами отчетности этой КИК, то, безусловно, вопрос может возникнуть, что вот есть какое-то обязательство, да, что это за контрагент, и, собственно, цепочка как-то начнет раскручиваться. Вот. При этом, в принципе, я думаю, что во-первых, у англичан, в принципе, открытый реестр. Здесь, конечно, ее вычеркнули, но я не знаю, не остается ли какой-то отметки в реестре, это нужно смотреть. Кроме того, потенциально они могут это раскрыть по запросу, хотя англичане, конечно, с нашими налоговыми органами в моменте обмениваются не очень охотно, но исключать такой вероятности, я бы тоже не стал. Поэтому к вопросу о рисках, да, я бы сказал, что риски есть.
Ну что, давай тогда двигаться дальше. Если какой-то вопрос остался, мы можем его на потом оставить и Да, вернуться. Да, тут бы хотели рассмотреть, собственно, пару вопросов декларирования прибыли КИК в декларации физлиц. Ну, первый такой общий, достаточно важный момент, что в прибыли текущего года, которую заявляет физлицо, то есть в частности вот закончится 2019 год, и физлицо будет подавать декларацию до 30 апреля 2020 года, в эту декларацию за 2019 год должна включаться прибыль КИК по итогам 2018 года, то есть на год раньше. Такое общее правило. Перейду к примерам. Исключаются ли выплаченные дивиденды из состава доходов при сравнении прибыли КИК с пороговым значением 10 миллионов рублей? Нам на самом деле, мне кажется, даже задавали уже вот в рамках нашего проведенного опроса этот вопрос. Здесь тонкий момент заключается в том, что в целом общее правило и разъяснения Минфина говорят о том, что в целом при определении прибыли и сравнении с порогом дивиденды из состава прибыли исключать нельзя. То есть нужно рассчитать прибыль, сравнить с порогом. Если она выше этого порога, то ее нужно отражать в декларации, и только после этого уже вычитать дивиденды для подсчета непосредственно прибыли для налогообложения. Нюанс в том, что декларация 3 НДФЛ не содержит никакой графы для вычета дивидендов. И на практике мы видим, что используется подход, когда в декларацию по факту от клиента отражают только ту прибыль КИК, которая уже после вычета дивидендов составила более 10 миллионов рублей. В противном случае можно столкнуться просто с некорректным отражением и излишне уплаченным налогом. Вот. И дальше уходить в какую-то дискуссию с налоговыми органами уже кейс-бай-кейс о том, что как-то этот налог нужно исключать, и что он неправомерен. Поэтому клиенты пока исходят из того, что такую прибыль, в принципе, можно не включать, но и, в принципе, на практике никаких вопросов от налоговой в этой связи я не видел. Более того, я сталкивался с ситуацией, когда подавалась декларация, в ней заявлялись компании и отражались нулевые значения по прибыли, и давалась пояснительная записка по каждой компании, по которой вот был отражен ноль, в которой пояснялось, что в целом компания получила прибыль существенно больше 10 миллионов рублей, но поскольку за вычетом дивидендов дивидендов было, поскольку выплачено в том случае даже больше, чем заявленная прибыль, и, по сути, финансовый результат для целей КИК получался отрицательным, то контролирующее лицо по этой причине не включает какую-либо прибыль в декларацию, отражает ее просто с нулевым значением. Поэтому на текущий момент вот в этой связи подход такой. А второй спорный момент, который хотел бы осветить, это по какому курсу в принципе включать накопленные убытки, если вы хотите их использовать при расчете прибыли КИК. Сейчас разъяснения Минфина говорят нам о том, что и общие правила, что, в принципе, убытки фиксируются в рублях, переносятся в рублях, и, соответственно, из прибыли КИК по текущему году должны также вычитаться в рублях. Однако сама декларация, сама ее форма предполагает, что сначала вы отражаете прибыль КИК, уже рассчитанную в валюте, дальше применяете к ней непосредственно средний курс за этот период, за который заявляете, и пересчитываете, уже получаете сумму прибыли в рублях. Какой-либо графы с применением убытков и с вычетом их из прибыли декларация не содержит, поэтому
мы исходим из того, что сумма прибыли, которая включается в декларацию, она уже должна быть уменьшена на убыток. Но поскольку декларация предполагает ее первоначальное отражение в валюте, а убытки мы должны вычитать в рублях и по-хорошему из рублевых сумм, то возникает некоторое противоречие. Поэтому на практике, что мы видим, как делают клиенты, что мы, в принципе, рекомендуем. Хотя, опять же, оговорюсь, пока этот подход не нашел своего там отражения ни в каких-либо дополнительных разъяснениях Минфина, ни уж тем более там позиции ФНС на этот счет не ясна. Но мы исходим из того, что имеет смысл непосредственно считать базу в рублях, вычитать из нее налоговые убытки также в рублях, накопленные убытки, и дальше полученную рублевую прибыль по итогам периода, по сути, обратным счетом по среднему курсу пересчитать в рубли, отразить в декларации и снова же по среднему курсу уже по форме привести ее к рублевому значению. Это, по сути, позволит как минимум быть в соответствии с рекомендациями Минфина по поводу именно применения убытков в рублевых суммах. Но, тем не менее, мы рекомендуем какую-то пояснительную записку к этому еще писать, чтобы пояснять, что как была сформирована данная прибыль и какой-то расчет к этому также прикладывать. Вот, что касается этого вопроса. Все, у меня, наверное, с примерами по декларации все. Если какие-то будут вопросы, а вот они, наверное, даже есть. Да, давайте мы сейчас ответим Вернемся, может быть, на чуть пару позже. вопросов. Вот давайте я на вопрос Юли отвечу. Вопрос. Есть ли ограничения по уменьшению полученной прибыли на сумму накопленного убытка при расчете прибыли по правилам 25 главы? Статья 309 предусматривает использование убытка без ограничений. При применении 25 отдельных положений по размеру накопленного убытка не предусмотрено. Да, интересный вопрос. И как мы все знаем, есть два способа определения базы контролируемой иностранной компании. Можно определять по данным ее финансовой отчетности и по данным 25 главы. Есть некая развилка в разных ситуациях. Может разная сработать история, хотя большинство ситуаций на практике, с которыми мы работаем, и так понимаю, с бизнесом, в бизнесе наиболее общепринятая история – это все-таки расчет базы по данным финансовой отчетности. Это проще, потому что правила 25 главы, они сложнее, они предусматривают определенные ограничения на, например, правила достаточной капитализации или ограничения на вычет определенных расходов. И вообще это сложнее. То есть рассчитывать прибыль КИК по 25 главе сложно, но, к счастью, финансовую отчетность можно использовать всегда или почти всегда, даже когда КИК находится в офшорной зоне, достаточно наличия аудиторского заключения положительного, который подтверждает прибыль по данной финансовой отчетности. В такой ситуации, если только контролирующее лицо не сочтет иначе, можно использовать данные финансовой отчетности. Так вот, тем не менее, если сложилось так, что используется 25 глава, то вполне закономерный вопрос, нужно ли как-то учитывать ограничения, которые в 25 главе есть, касающиеся переноса убытка. Вы знаете, сейчас я не претендую на то, чтобы дать такой окончательный бесповоротный ответ, но у меня есть такое ощущение, что все-таки перенос убытков, он ограничен для случаев, когда не для 25 главы переносится, а когда мы говорим о использовании старых убытков, то мы действуем в два этапа. Мы сначала считаем базу КИК, а затем можем ее уменьшить на убытки прошлых лет, или там, на убытки 2012-2014 годов. В общем, у меня есть некоторый оптимизм по поводу того, что мы, например, можем не применять 50% ограничения на использование убытков. Мне кажется, вот правила иным образом должны работать, и убытки можно будет использовать полностью, ну, соответственно, по правилам использования переноса убытка КИК, которые в статье 309.1 описаны. Вот так. То есть я бы ответил на этот вопрос, что скорее ограничения не должны применяться, которые 25 главы предусмотрены, в частности, 50% порог учета убытков. Следующий вопрос, я думаю, тебе, Саша, лучше ответить по Про как поводу заполнять? про НДФЛ-3, да, если на него еще не было ответа раньше, Так, походу. ну вот, да, тут отчасти я уже про это говорил. Если прибыль КИК менее 10 миллионов рублей, то что касается 3 НДФЛ, в принципе ничего можно не заполнять и никак это не декларировать и не прикладывать, соответственно, никакой отчетности, аудиторского заключения. А вот второй вопрос, если более миллиона, ну вот
наверное, тут имелось в виду более 10 миллионов. Если более 10, но в результате переноса убытков прибыль 0, ну, поскольку вот, как я уже сказал, поскольку убытки сама декларация никак не фиксирует, поэтому сумма прибыли, которую вы включаете сюда, она уже должна быть за вычетом прибыли, ой, за вычетом убытков. Соответственно, если за вычетом убытков получилась сумма менее 10 миллионов рублей, то вы также это не включаете в декларацию. Так, тут был вопрос по поводу того, какая норма указывает на то, что убытки нужно переносить в рублях. И на эту тему даже один из участников, Юлия, ответила, что на эту тему есть весь Минфин. Это так. То есть действительно не очень получается справедливо, что мы убытки должны будем пересчитывать и хранить, помнить по рублевому курсу среднегодовому Ну, тут за единственное, тот что период. если говорить про норму НК, Мгм. ну, на которую в целом и Минфин, я думаю, что ссылается, если я правильно помню, на самом деле у нас, ну, общий подход для определения прибыли и вот, как правило, написано в скобках убытка, он исходит из того, что как только мы ее получили в валюте функциональной, мы ее пересчитываем по среднему курсу в рубли. То есть это относится как к прибыли, так, соответственно, если получился убыток, то убыток. И финальный результат расчета по, ну, 309.1, он рублевый. А, Собственно, дальше, ну, вот и Минфин исходит из того, что, ну, коль скоро вы за определенный период получили сумму прибыли или убытка в рублях, то вы ее также в рублях и используете впоследствии. Потому что в противном случае у вас может получаться, что, ну, условно, вы зафиксировали там в 2015 году $100 убытка по курсу, какой он там тогда был, там, условный там 55. Потом настал 19 год, вы решили его использовать, и эти $100 используете по текущему курсу 65, или там 63, да, и, ну, будет некоторая, скажем так, противоречие. То есть вы, в принципе, приросли в убытки в рублях, ну, ничего для этого формально не сделав. Вот, поэтому Минфин исходит именно из этого. Мгм. Ну что, давайте еще на один вопрос ответим, прежде чем начнем двигаться дальше. Так, вопрос Юлии. При продаже КИК между двумя контролирующими лицами переходит ли накопленные убытки к новому лицу? Продавец подавал уведомление. Интересный вопрос. На самом деле в статье 309.1 есть действительно первое ограничение, что убытки можно переносить только если за те периоды были поданы уведомления о контролируемых иностранных компаниях. И дальше есть правило, которое говорит, что если контролирующее лицо перестает быть таковым, то это контролирующее лицо утрачивает право на перенос убытков. Не сказано, правда, что новое контролирующее лицо эти убытки не может использовать, но вот, опять же, не претендую сейчас на окончательный ответ на этот вопрос. Я бы сказал, что скорее нет, чем да, то есть сложно будет новому контролирующему лицу доказать, что, особенно с учетом некой нормы, ну, хотя относящейся к прошлому контролирующему лицу, но как бы ограничивающей право на перенос убытков при смене контроля, при смене контролирующего лица, будет сложно убытки старые задекларировать или учесть против своей прибыли после того, как контролирующее лицо получил контроль над компанией, например, купив эту компанию. Вот, то есть я бы здесь не испытывал бы особого оптимизма, хотя, наверное, есть некоторые неопределенные законодательства, в которые можно попытаться точку зрения о переносе убытков отстоять. Но про разъяснение и практику я на эту тему не припоминаю ничего. Ну что, давайте двигаться дальше. Переходим к четвертому примеру. У нас осталось примерно 25 минут, и давайте, да, нам нужно еще постараться ответить на хотя бы часть вопросов в конце. Поэтому у нас насыщенная повестка. Еще 3 примера осталось. Вот четвертый пример. Реструктуризация, как раз учет накопленных убытков. Он достаточно своеобразный, но тем не менее показывает, что возникающие проблемы можно при правильном подходе решать. Вот проблема, которая возникла в неком примере, предположим ситуацию. Происходила реструктуризация, и нужно было передать актив с уровня субхолдинговой компании на холдинговую. Вот эти холдинговые и субхолдинговые компании – это контролируемые иностранные компании. В чем актив заключается, ну, наверное, не так принципиально, ну, тоже может быть какое-то еще юрлицо, российское, иностранное, не так важно. Вот если мы в ходе реструктуризации этот актив распределяем как дивиденды, которые объявляет и выплачивает субхолдинговая компания, то на уровне холдинговой компании появляется доход. И в этот момент у нее формируется база по контролируемым иностранным компаниям. Возможны ситуации, при которой дальше этот доход нельзя будет
дальше эту прибыль нельзя будет распределить как дивиденды. Вот есть что-то происходит такое, что мешает нам это сделать. Например, могут быть ситуации, когда у холдинговой компании есть убыток финансовой отчетности, который не позволяет ей дальше выплачивать дивиденды. Убыток был в прошлые годы, а вот блокирует распределение прибыли он сейчас. В разных странах могут действовать разные правила. Вот вроде как на Кипре промежуточные дивиденды можно распределять даже при наличии убытка, то есть то, что пришло, можно распределить дальше. Но в зависимости от ситуации в каких-то странах это может не сработать. Вот возникнет в такой конструкции последствия, что вот мы, как бы, получается, что у нас там заморозилась прибыль КИК, ее никак нельзя никуда подевать. Или, может быть, еще один сценарий, при котором нам нужно, например, из полученного актива, опять же, в ходе реструктуризации по бизнес-причинам погасить какую-то задолженность. Это холдинговая компания, у нас, опять же, уходит возможность дальнейшего распределения дивидендов. Вот. В такой ситуации прибыль КИК может возникнуть и неизбежно возникнет, но можно подумать, например, о том, чтобы после того, как мы уже проделали первый шаг и получили прибыль на уровне холдинговой компании, о том, чтобы уже пустую субхолдинговую компанию, видите, у нас актив уже выбыл, он куда-то делся дальше в ходе реструктуризации, ее продать. Здесь идея заключается в том, что когда мы будем продавать актив, то мы, естественно, продаем его по рыночной цене, но рыночная цена, как мы понимаем, сильно снизилась после того, как этот актив распределил дивиденды. Если мы можем обосновать, что у нас балансовая стоимость, которая по-прежнему не изменяется и в учете холдинговой компании фигурирует, она выше, чем рыночная стоимость субхолдинговой компании, которая неизбежно снизилась после распределения актива, то мы можем продать эту субхолдинговую компанию с убытком. Вообще она может даже ничего не стоить, или там стоимость ее может быть близка к нулю, или к величине номинального небольшого капитала. И в результате вот эту проблему с накопленными убытками можно в такой конструкции будет решить. Проблему если я сказал, с накопленными убытками, проблему с распределенными дивидендами, которые нельзя было по какой-то причине из-за каких-то ограничений распределить дальше по цепочке. Вот. Ну и мораль такова, что в конкретных ситуациях есть возможность, и всегда стоит задумываться о решениях, которые позволяют проблему нивелировать или снизить, вот как в данной ситуации удалось получить убыток, который компенсировал вот эту зависшую, застрявшую на уровне холдинговой компании прибыль. Вот. Ну что, давайте двигаться дальше. И я передам слово Александру. Да, спасибо. Здесь, наверное, ну, это, конечно, это все в рамках примеров, но это, наверное, я бы хотел в общем поговорить про коммуникацию с налоговыми органами в отношении вот непосредственно отчетности по КИК. Наверное, тут сейчас я покажу 3 условных принципа. Они применимы по большому счету к взаимодействию с налоговыми органами в целом, не только в отношении КИК. Назвали мы их, так, достаточно по-простому, там, дружелюбие, дистанция, договороспособность. В практическом же смысле, что это означает? В целом, налоговые органы пока сами не очень хорошо понимают, что им делать с КИК и как оценивать ее прибыль, пока какой-то практики на этот счет нет, поэтому они в этом плане достаточно осторожны, и с ними имеет смысл с одной стороны, ничего лишнего им не давать, да, там и держать определенную дистанцию, в то же время, если у них возникают какие-то вопросы уточняющие в рамках поданных уведомлений какого-то общего характера, они могут быть связаны, там, например, если мы говорим об уведомлении об участии, то там при каких условиях вы, собственно, и в какой форме там было это участие организовано, купили, не купили. Если вы видите, что это достаточно понятная там, и прозрачная транзакция, да, например, вы купили организацию, то я лично не вижу ничего
плохого в том, чтобы, ну, этой информацией с ними делиться и в целом какой-то контакт поддерживать. А, Для чего в целом все это нужно? Чтобы впоследствии, если будут возникать уже все-таки какие-то практические вопросы, приводящие потенциально к какому-то фискальному эффекту с их стороны, то позитивное отношение, оно может вам помочь. Приведу, наверное, там вот пример там из своей практики. Я сталкивался с ситуацией, когда, ну, в рамках общего взаимодействия с налоговыми органами, они в какой-то момент вернулись, с просьбой направить им еще раз, уведомление АКИК за 2 периода, которые, подавались на бумажном носителе, поскольку у физлица есть такая возможность, контролирующим лицом было именно физлицо в том случае. И аргументировали они это тем, что у них утонул архив, и они, собственно, потеряли эти экземпляры. Вот, а поскольку, ну, им для их отчетности они необходимы, они, собственно, вежливо попросили направить им еще раз. Ну, это вот был один из этапов, когда им, вернее, один из моментов, когда им пошли навстречу, еще раз предоставили. Впоследствии же у данного физлица был выявлен, собственно, случай, когда не было заявлено в срок участие в организации. В целом предполагался штраф, ну, в том случае, там, 50 тысяч рублей за неуведомление. И тем не менее, ну, в рамках беседы с налоговым органом, вот, на почве каких-то доброжелательных отношений, ну, вот, удалось штрафа избежать и решить этот вопрос первичным, скажем так, журением. Вот, поэтому в целом их не нужно как-то, бояться, а, держать какую-то, ну уж совсем скажем так, холодное отношение с ними. Ну, тем не менее, конечно, лишнего и полностью раскрывать, ну, всю свою структуру и подноготную всех своих операций, конечно, тоже не стоит. Поэтому какой-то баланс стоит соблюдать, что в целом будет приводить, ну, к каким-то позитивным потенциальным эффектам при последующих обсуждении санкций и так далее. Вот, это, ну, такие общие рекомендации. Да, и хотел сказать, что в отношении штрафов в целом, ну, это уже достаточно устоявшаяся тенденция. Они уже активно выявляют факты участия в организациях, и незаявление о них этому способствуют и запросы в автоматическом режиме с иностранными органами, и постепенно открываются реестры бенефициаров в различных юрисдикциях. С 2023 года, по-моему, BVI начнет раскрывать. Это, конечно, там дела далеко грядущих, скажем так, дней, но тем не менее это будет иметь место, и непосредственно вот штрафы за неуведомление и постепенное понимание, есть у вас КИК или нет, у них будет формироваться, и впоследствии, я думаю, что они приступят в том числе и к практике по разбору, ну, уже непосредственно операционной деятельности этих организаций и пониманию, есть там прибыль или нет, и в попытках что-то оспорить и доначислить. Поэтому это нужно иметь в виду, и если там сейчас есть понимание, что КИК, ну, КИК не задекларирован, о ней никто не знает и, может быть, и не узнает, ну, оно несколько, ну, не сказать наивное, но, тем не менее, может быть, излишне позитивное. Мы все-таки исходим из того, что постепенно налоговые органы всю информацию будут получать. И, в принципе, любое планирование и операции с КИК стоит делать и предусматривать, ну, исходя из того, держа в уме, что налоговые органы рано или поздно об этом узнают. Вот. Все, наверное, с этим все. Если будут какие-то вопросы еще. Да, спасибо большое. Я думаю, что к вопросу мы еще вернемся в конце. Давайте продолжать. Остался еще один пример и почти чуть меньше, чем 15 минут на то, чтобы рассмотреть его и вот ряд вопросов, которые у нас участники задавали до начала мероприятия. Последний пример, 6-й, он будет с цифрами, и вот сейчас
помоделируем несколько разных ситуаций, которые могут в контексте правил КИК возникнуть. Вот. Предположим, вот есть такая история, картинка перед вами, есть холдинговая компания, которая из России получает дивиденды, и как будет работать правило контролируемых иностранных компаний в такой конструкции? Предположим, что, как раньше у нас распределяются дивиденды в размере 100 единиц, налог источника предполагается 15%, 15 единицам равный. И здесь интересная история, я сейчас не хочу погружаться в подробности того, как работает соглашение с Великобританией, оно довольно своеобразное, но фундаментально, несмотря на то, что там есть возможность применения 10% ставки, зачастую ее применить технически не получается, потому что есть условия о том, что она применяется, пониженная ставка применяется, когда у нас эти дивиденды облагаются в Великобритании, что часто не выполняется, это условие subject to tax, да, вот это условие налогообложения полученных дивидендов, потому что в Великобритании действует освобождение в отношении дивидендов. Вот. Это у нас сейчас за рамками примера, просто давайте возьмем как данность, что у нас был удержан налог у источника. И вот первый сценарий, в котором у нас эти дивиденды, из них холдинговая компания Великобритании дальше выплачивает дивиденды контролирующему лицу, и оставшаяся после налога источника прибыль в размере 85 единиц выплачивается конечному акционеру. Вот в данной ситуации при выплате этой прибыли сразу у нас возникнет общая налоговая нагрузка суммарная порядка 26 единиц, 26 долларов. Ну вот. Теперь давайте посмотрим, как мы в прошлом примере с активной компанией, а также с пассивной финансовой компанией. Предположим, что у нас выплата происходит через 2 года. Особенность в данной ситуации, вот в данной конструкции будет такова, что мы, не выплачивая прибыль холдинговой компании, ну, первая мысль, которая возникает, то, что ее нужно будет включить в доход контролирующего лица, потому что она не выплачена как дивиденды, она вот зависла на уровне холдинговой компании. Холдинговая компания априори пассивная. Если она получает только дивиденды, у нее контролирующее лицо, физическое лицо, то у нее нет оснований применять каким бы то ни было освобождение от этой прибыли, во всяком случае, освобождение от активной деятельности. Вот к ней неприменимо. А вот как раз другие освобождения можно применить, попытаться. И вот в связи с тем, что она достаточно много заплатила налога, хотя этот налог был удержан у источника, эта компания проходит тест на эффективную ставку. Вот. Формулу я здесь расписывать не буду, но смысл в том, что если у этой компании нет никаких других доходов, то в отношении дивидендных выплат будет действовать среднедержная ставка, равная 13%, это российская ставка базовая по дивидендам, ее нужно умножить на 75% и сравнить с фактической эффективной ставкой. Вот. И заведомо 75% от 15 будет больше, чем 75% от 13, это 9,75, будет меньше, чем 15, это значит, что компания по высокой ставке платит налог, хоть и в России, но это тоже считается. И поэтому проходит тест по эффективной ставке. Не распределяя прибыль, тем не менее, ее не придется включать в доход контролирующего лица. И в результате все равно придется заплатить с нераспределенной прибыли НДФЛ, и при этом, с нераспределенной прибыли НДФЛ как раз не придется заплатить, его придется заплатить после того, как прибыль окажется на уровне контролирующего акционера. Вот как раз об этом-то и говорит описание сценария 2. После того, как 85 оставшихся единиц получит конечный акционер через 2 года, то с них придется заплатить все тот же самый налог, как если бы у нас прибыль распределялась раньше. Вот этот пример, он демонстрирует две базовых вещи. Первое – это то, что у нас есть тест на эффективную ставку, который включает самые разные налоги, которые контролируемые иностранные компании платят, в том числе и российские. И второе – это то, что этот тест на эффективную ставку, так же как тест на активную деятельность, он нам не позволяет пользоваться зачетом налога, и при дальнейшем распределении мы заплатим налог на доходы физлица, и общая нагрузка будет такая же. То есть вот здесь, в отличие от примера с пассивной компанией, которая не проходила ни один из тестов, придется заплатить через 2 года точно такой же совокупный налог, как и если мы распределяли прибыль сразу. Вот такая любопытная конструкция. Для сравнения посмотрим ситуацию с кипрской компанией. Давайте предположим, тоже для того, чтобы разобрать некую интересную особенность правил зачета налога и там, тестов на эффективную ставку.
Давайте рассмотрим сценарий, когда у нас прибыль акционеру в дальнейшем не выплачивается. Он просто на реинвестирует. Это холдинговая компания, полученную прибыль. И два сценария. Налог у источника в России 5% и налог у источника 10%. Если налог у источника 5, то вот расчет перед вами, этот налог у источника, в силу того, что мы тест на эффективную ставку не проходим, мы должны будем на уровне акционера включать а, прибыль кипрской компании в его доход, если мы ее не распределяем, да, мы помним, что по условиям примера распределение прибыли не происходит. Мы включаем в доход акционера прибыль пассивной кипрской компании, и эта прибыль из-за того, что ставка 5%, тест на эффективную ставку не проходит, и мы должны будем доплатить 8 единиц к российским 5, и в результате общая налоговая нагрузка составит 13 единиц, $13. Вот. В ситуации же, если у нас по каким-то причинам российская компания при выплате дивидендов на Кипр удерживает не 5, а 10%, такая ситуация может возникнуть, например, если вклад, условия об инвестиции не выполняются. У нас есть правило, по которому 5% ставка, помимо прочего, обусловлена инвестированием в российскую компанию суммы больше, чем 100 тысяч евро. И вот если это правило не выполнено, а это может произойти, то ставка по налоговому источнику будет 10%, и тогда любопытно, что вот в условиях, когда мы дальнейшего распределения не производим, мы проходим тест на эффективную ставку, у нас 10% это выше, чем 9,75, помните, да, 75% от российской 13% ставки по дивидендам, это как раз 9,75, что меньше, чем 10%, что позволяет нам пройти тест на эффективную ставку. В результате мы не должны будем включать доход в кипрской компании в НДФЛ, в налоговую базу по НДФЛ контролирующего лица, пройдем тест по эффективной ставке, не доплатим налог в России, и в конструкции вот рассматриваемой реинвестированной прибыли у нас налоговая нагрузка снизится в такой ситуации. Получается некоторый парадокс. Если мы уплатим немножко больше налогового источника в России, то мы можем не доплачивать затем НДФЛ на уровне контролирующего лица и таким образом сэкономить общий налог, общую налоговую базу. Вот такая любопытная история. И для того, чтобы пример закончить, рассмотрим ситуацию, когда происходит все то же самое, но только в качестве холдинговой компании у нас возникает офшор. У нас Британско-Виргинские острова, поэтому у нас ставка налогового источника будет 15. И вот вопрос, который может возникнуть, это какая будет база КИК в такой ситуации, какой в итоге будет налог на доход акционера. Вот. Я хотел по этому поводу небольшой опрос провести, но в силу недостатка времени я не буду создавать интригу, отвечу сразу. У нас тест на эффективную ставку в такой ситуации применить будет нельзя, потому что компания офшорная, а тест как на эффективную ставку, как мы помним, он обусловлен двумя факторами: наличием соглашения между Россией, той страной, где находится КИК, и отсутствием КИК в черном списке ФНС. Вот в отношении БВО второе условие применяется, оно выполняется, потому что БВО исключили из списка, а вот первое нет, и мы в результате тест на эффективную ставку пройти не можем. Вот. И мы вынуждены будем включить прибыль холдинговой компании в доход контролирующего акционера, но при этом сможем воспользоваться зачетом. И поэтому у нас к доплате НДФЛ зачет, он не обусловлен наличием, местонахождением холдинговой компании в той или иной юрисдикции. Зачесть можно будет 15% российский налог в любом случае. Что хорошие новости, что с запасом нам дает возможность компенсировать российский НДФЛ, и общий налог на рост в такой ситуации составит 15 единиц. Вот любопытный пример, еще одна иллюстрация того, как применяются правила контролируемых иностранных компаний и разные освобождения, такие как тест на эффективную ставку и зачет российского налога. Ну что ж, у нас осталось еще 5 минут. Давайте мы пройдем по вопросам участников. Да, сейчас, секунду. Тут Ильянов написал про ФПД и 13%. Ну, да, мы просто, в принципе, оставили это за рамками, но чтобы продемонстрировать непосредственно примеры по базе КИК. То есть, да. Ну, комментарий совершенно со сквозным подходом, да. Большое спасибо, Илья. Действительно, можно применить и сквозной подход. Но ситуации бывают разные. Не во всех ситуациях сквозной подход целесообразно можно или даже разумно применять. Вот. Да, спасибо за комментарий. Ну что, давайте пройдемся по вопросам. У нас есть 5 минут, может быть, немножко больше, хотя бы коротко. Не знаю, давай я попробую на первый вопрос ответить, Саша, ты на второй. По поводу определения периметра КИКа. Если доля в компании 10-20%, найти других бенефициаров сложно. Вопрос связан с тем, что у нас порог 10% снижается в тех ситуациях, где другие контролирующие лица – это российские резиденты. И вот по условиям вопроса мы не знаем, где они есть. Проблема, к сожалению, никак не решается. Можно предложить для того, чтобы неопределенности избежать, взять и задекларировать эту КИК добровольно. Есть такие основания, может
иностранную компанию в добровольном порядке. Вот, так что если вас неопределенность смущает, не можете найти других акционеров, то можно сдаться и платить, или, вернее, декларировать эту компанию как КИК. Но других решений нет, кроме как искать акционеров. Действительно, неприятная ситуация, от вас здесь не зависит, к сожалению, статус этой компании вот в случае, если вы попадаете вот в такой порог доли участия. Да. Второй вопрос. Ну, это в целом уже звучало. Действительно, что касается 3 НДФЛ, если порог не достигнут, то вы, не включаете, в принципе, эту прибыль в декларацию, ну и, соответственно, не подаете отчетность. Хорошо. Слушай, что по поводу третьего вопроса, может быть, По попробуй третьему свои мысли. вопросу, ну, он достаточно широкий в целом и такой, ну, и касается уже скорее методологии учета прибыли КИК. Ну, в общем случае, ну, резервом считается любой отложенный доход или расход. С точки зрения вординга ну и классификации в МСФО отчетности, ну, как правило, это называется provision. Что касается reserves, reserves может быть разные. Бывают и shareholders reserves, которые попадают в equity, которые связаны с вкладами учредителя. Ну, здесь сложно комментировать, это нам нужно смотреть уже непосредственно по транзакциям и по их классификации в отчетности. На четвертый вопрос, я так понимаю, что мы по ходу дела ответили. Лимит 10 миллионов Ну для да, цели да. применения лимита мы дивиденды Мгм. не учитываем, хотя на эту тему есть разные мнения, но вот Минфин считает, что уменьшать прибыль для цели расчета порога на выплаченные дивиденды нельзя. А Мгм. вот особенности заполнения НДФЛ мы рассмотрели как раз на одном из примеров. Действительно, там не все так очевидно. Пятый вопрос про расчет прибыли КИК по 25 главе. Ну, вопрос общий, наверное, комментарий тоже будет общим. Это не такая частая история, но действительно есть такая опция, и здесь важно помнить про ограничения и вообще особые правила расчета налоговой базы по Мгм. 25 главе, в частности, правила недостаточной капитализации или ограничения на вычет расходов, особые правила на учет расходов там, и так далее. Вот. Так что это не очевидно. Ну, плюс про Мгм. доходы тоже могут быть особенности. Да? Шестой вопрос. Будет ли удовлетворять российским правилам КИК аудированная аудиторская отчетность без сравнительных данных за 2011 год для цели зачета убытков? Интересный вопрос. Мы не найдем прямого ответа ни в кодексе, ни, я думаю, ни в разъяснениях. Здесь, думаю, должен действовать базовый принцип, который говорит, что нам для использования финансовой отчетности нужно, чтобы она была составлена в соответствии с применимыми стандартами, со стандартами, которые применимы в соответствии с личным, так называемым личным законом контролируемой иностранной компании. Если такие стандарты предполагают возможность ситуации, которую вы описали, то, видимо, можно и использовать такую отчетность в том числе. Как ты считаешь, Саша? Да, но более того, на практике, ну, даже не скажу про 2011 год, я видел ситуации, когда составлялась отчетность для целей КИК, первая за 2015 год, несмотря на то, что КИК существовала и до этого. И в целом, ну, такая оговорка допустима, и я со стороны налоговых органов, ну, после декларирования и подачи такой отчетности никаких последующих вопросов не видел. Наверное, если они станут как-то это изучать и будут пытаться самостоятельно провести какую-то ревизию, а, они, может быть, просто как-то будут по-своему классифицировать, ну, какие-то статьи и пытаться что-то там реклассифицировать или как-то в в своем каком-то понимании изложить. И, конечно, ну, то есть отсутствие comparatives в вашей отчетности и сформированной как-то непосредственно налоговыми органами, ну, будет, конечно, некоторым минусом, да, там для вас. Но пока на текущий момент никакой практики на этот счет я не видел, ну, именно негативной практики. Спасибо. Ну, седьмой вопрос мы можем пропустить, ну или там в двух словах, мы об этом говорили Мгм. раньше. Статус активной компании подтверждается, стандартной формы документов нет, нужно продемонстрировать вот логику расчета, которая показывает, что вы попадаете под это освобождение. Да? Восьмой вопрос. Какую дату ставить в строке даты аудиторского заключения, если фактически аудит не выполнен и время подавать уведомление пришло? Вы знаете, на эту тему есть специальные правила, во всяком случае есть правило, которое гласит, что в уведомлении КИК можно, к уведомлению КИК можно не
не прикладывать аудиторское заключение в случае, если аудит еще не совершен, и тогда нужно указать, когда он будет закончен, и в течение месяца после этой даты уведомление о КИК нужно предоставить. Видимо, вот так как-то Сейчас, этот не, вопрос. я просто здесь немножко оговорился. То есть, Мгм. мы указываем дату уведомления о КИК и ту, которую считаем, скажем так, запланированную дату, когда мы Мгм. планируем выпустить отчетность, а само заключение мы прикладываем, к декларации уже потом после, не к уведомлению, а к декларации. То есть, Ага. вот. Слушай, а если у нас дата это и позже представления декларации, там, по-моему, есть время на подачу Да, и отчетности там вот аудиторского есть, заключения. по-моему, там месяцем Да, месяц после ограничено. той даты, которую вы Мгм. укажете, когда аудиторское заключение Мгм. должно быть готово. Так, вот еще несколько вопросов. Вот 9-й вопрос, я все-таки пару минут на него потрачу, хотя у нас уже время вышло, но надеюсь, что мы, как сказать, пару минут эти потратим с пользой. Если разберемся, вот в примере, который здесь в 9 вопросе приведен, компания в Нидерландах, которая принимает режим Innovation Box, использование лицензионных договоров причисляет к пассивному виду компании. Боюсь, что да. То есть вот здесь имеется в виду ситуация, когда у компании лицензионная, выручка от лицензионным договором, роялти, это, к сожалению, попадает в категорию пассивного дохода. К доходу, полученным за рубежом, применяется ставка 13%, однако при выплате дивидендов компания в Нидерландах уплатила налог при выплате. Он зачтется или нет? Интересная история. Здесь надо различать два вида зачета. Вот как раз мы в этом коротко коснулись этого в одном из примеров. У нас есть зачет уплаченного КИКом налога против НДФЛ с прибыли КИК. И здесь может быть в Нидерландах уплачен налог, там, я так понимаю, что Innovation Box он где-то порядка 5% позволяет принять эффективную ставку, может быть, даже выше, зависит, видимо, от комбинации, от конкретной ситуации, от комбинации доходов, конкретной ситуации зависит. Но вот если у вас прибыль КИК возникла, то можно применять зачет в отношении налога, который платит сама контролируемая иностранная компания. А вот если у нас распределяются дивиденды, и из них, как это в Нидерландах и происходит, удерживается налог у источника, это может быть 15% даже в отношении дивидендов, которые физлицам распределены, то такой налог можно зачитывать уже против вот этих 13% НДФЛ по полученным дивидендам. Но здесь надо смотреть, вот здесь уже какой-то один из этих сценариев на самом деле может сработать, и здесь надо конкретную уже ситуацию разбирать. Да? Мгм. Так, 10-й вот по вопрос. 10-му Мгм. вопросу, на самом деле интересный вопрос. Даже каких-то разъяснений на этот счет, к сожалению, нет, но можно руководствоваться практикой и общим, наверное, пониманием. В целом практика складывается так, что, как правило, я на самом деле даже не видел ни разу, чтобы номинальных владельцев отражали в уведомлениях. Как правило, это можно аргументировать тем, что первое, ну, и по сути это так, номинальные владельцы, они, вами не контролируются и в целом, в структуру вашей группы не входят. Как правило, их права в части владения акциями, они существенно ограничены, они по большому счету просто их держат, не могут ими никак распоряжаться без вашего участия. Поэтому говорить о том, что, это одна из ваших, сам номинальный владелец — это одна из ваших КИК, это на самом деле даже просто некорректно. Мгм. А вот вы сказали читать вопрос вслух. Я просто, честно говоря, шел по порядку, поэтому, Да, но мы будем извините, зачитывать. Вот прочитал. следующий вопрос, 11. На какую дату определять участие, если распределение прибыли было в следующем году после года, за который подаются данные по КИК, но прибыль распределена частично? В двух словах. Действительно, есть правила, по которым мы долю участия, кстати, вот в одном из вопросов это уже было, по которым мы долю участия должны определять либо на конец следующего года, следующего за тем, в котором вот финансовая отчетность составлялась, по которой мы прибыль КИК определяем, либо раньше, чем конец года, если в этом следующем году распределялись дивиденды. Вот тогда на первое распределение дивидендов нужно определять долю участия. Это важная история, потому что доля участия в течение года может меняться, компания вообще может перестать существовать. И вот с этой точки зрения дата важна. И вот если дивиденды распределялись, то нужно смотреть на первую дату распределения дивидендов в следующем за соответствующим финансовым годом году. И ограничений о частичном или полном распределении дивидендов кодекс не содержит, и в целом есть ощущение, что в такой ситуации вот даже частичное первое распределение, оно заморозит эту дату определения
на который будет определяться доля участия. Хотя любопытный вопрос, если дивиденды распределяют частично, можно предположить, что это дивиденды следующего года. В этом смысле некоторая логика нарушена. Мы распределяем дивиденды за следующий год, предварительные, да, частичные, какие-то промежуточные, а это влияет на то, как мы определяем долю участия для прибыли предыдущего года. Но вот правила, по крайней мере, сформулированы без учета такой особенности, без определения того, частичное ли распределение дивидендов нас интересует или полное. Да? Мгм. А На вот этот вопрос, сейчас, мне кажется, ответили, да? Как ты считаешь? да, сейчас вот там еще Давай. Любовь уточняет, М. а уведомление об участии в случае номинала подается? А, нет, вот это на самом деле мой ответ касался как уведомления о КИК, так и уведомления об участии. То есть ни там по номинальному владельцу на практике, ну, я не видел, чтобы кто-то Мгм. подавал. Кстати, разные бывают случаи. Я сталкивался с ситуациями, когда номинальный владелец раскрывался как структура, но, опять же, мы какой-то четкости, ясности не найдем. И здесь действительно есть ряд вопросов, связанных с указанием номинального владельца в качестве такой промежуточной структуры. Все понимают, что номинальный владелец – это некая трастовая декларация. Она очень простая, она там на одной-двух страничках, но по сути это вот трастовый договор. Такое. Можно это считать неким аналогом доверительного управления или какого-то агентирования, если в российских реалиях как пытаться это интерпретировать. Но хорошего мало, потому что если это как структуру позиционировать, как сказать, ам, раскрывать в уровнях участия, то возникает вопрос, какая там будет финансовая отчетность, Вот, да, ну, как во-первых, там будет возникает это заключение. обязанность в целом как-то рассчитывать его прибыль, и Мгм. в случае, если она действительно имеет место быть, а она может у него действительно возникать, коль скоро, ну, номинальным владельцем зачастую выступает, ну, некоторая сервисная компания, а, и она, собственно, за свою деятельность получает доход, она его где-то, наверное, фиксирует, причем получает его не только от вас, а она является номинальным владельцем там, может быть, в сотни, может быть, даже там в тысячи компаний. И вопрос, в принципе, в какой доле вам это и как учитывать. Поэтому, ну, вопрос дискуссионный, ну, тем не менее, да, вот, ну, вот Виктор говорит, да, что видел такие случаи. Тем не менее, в моей практике это все-таки отражение вызывает гораздо больше вопросов и неопределенности, нежели не отражение. Мгм. Хорошо. 12-й вопрос, я думаю, мы по ходу ответили про то, как пороговые значения Сравнивать. учитывать, сравнивать с дивидендами и так далее. И Да. у нас остается последний вопрос: списание займов и дебиторской задолженности в качестве обесценения финансовых активов с точки зрения корректировок прибыли КИК. Ну, в двух словах. Действительно, есть правила, по которым мы резервы, например, не учитываем при расчете прибыли КИК, то есть резерв, который мы создаем против плохого долга. У нас есть актив, выданный заемом, например, да, и мы считаем, что он собирается 50% не вернется, значит, можем часть его зарезервировать. Половина списывается и проходит зачастую через P&L, через отчет о прибылях и убытках контролируемой компании. И вот правило таково, что резервы, они восстанавливаются для целей КИК, или они просто игнорируют. И вот эти вот P&L-эффект резервов нужно игнорировать для целей КИК. Хотя списание займов и дебиторской задолженности можно по-разному понимать. Если это не резерв, а полное списание выйти актива, то, пожалуй, его было бы правильнее учитывать и такой убыток применять, использовать при расчете Мгм. налоговой базы. Как ты считаешь, да? Ну, если мы говорим про списание именно как вейвер, да, Окончательно, да. его, ну, по сути, прощение, да, то да. Мгм. Ну что, коллеги, у нас уже вышло время, и я думаю, мы исчерпали не только лимит времени, но и вопросы. Спасибо большое, было очень приятно с вами быть в течение этих почти 2 часов. Очень приятно, что такой интерес вызвала эта тема, и я хочу две вещи сказать в заключение. Первое, что все примеры, которые мы рассматривали, они очень общие, абстрактные, их надо примерять к своим конкретным обстоятельствам с большим вниманием. Можно прийти к иным выводам в зависимости от конкретной ситуации, которая, естественно, там, глубина детализации в каждом конкретном случае гораздо выше, чем в тех примерах, которых мы рассматривали. То есть реально сложнее, ее нужно анализировать тщательно и применять, как сказать, с осторожностью любые выводы, рекомендации, комментарии, которые вы услышали сегодня. И второй комментарий, он, в общем-то, следует из первого, что каждая ситуация уникальна, и мы призываем всех этими ситуациями делиться, общаться. Мы будем рады продолжить этот диалог. Я уверен, что практика настолько многообразна, что никаким мастер-классом всех возможных случаев не охватить. И мы в связи с этим предлагаем продолжать общение. Наши контактные данные перед вами, вы их получите после завершения презентации. Еще раз всем большое спасибо. Очень приятно было провести с вами эти 2 часа. Да, Спасибо большое. спасибо всем большое. Да, до Всего вам свидания. доброго, хорошего дня.